через ваши ноги. So you're sitting on the flat piece of wood. Поэтому вы сидите на плоской кусочке дерева. And the two legs are keeping it above your calves. И две ноги делают поверх ваших ног. So a picture paints 1,000 words. I don't have a physical demonstration. Картинка стоит 1000 слов, у меня нет физических демонстраций. But you get the idea. Но вы можете понять идею. If you're sitting in a chair, если вы сидите на стуле, here's one. Try not to sit like this. Пытайтесь не сидеть вот так. It's not really good for the meditation that we're doing. Это не так хорошо для медитации, которую мы делаем. So first thing, if you can get a stable base. Первая вещь это когда вы можете сделать стабильную позу. Have our back clear of the chair. Освободить свою спину от спинки стула. And look for that sense of. И ищите этого чувства. Rising spine or stretching spine upward. Поднимающейся спины или расправленной спины. And balancing your head on the spine. И балансируйте свою голову на позвоночнике. And then we can bring our hands into the cosmic mudra. И тогда вы после этого принесите свои руки в космическую мудру. If we had a seiza bench, I'd be able to show you. Если бы у нас была скамейка для сидения, которую я могу показать вам. That the flat piece of wood that you sit on. Это плоский кусочек дерева, на котором мы сидим. Is tilted forward. Он немножко наклонен вверх, вперед. And that's because your sitting bones. И это потому, что ваши кости для сидения aren't like this. Не такие, more like that. А больше такие. So if you're sitting on a chair, если вы сидите на стуле, it can really help. Может помочь. To put a piece of wood. Положить кусочек дерева, у меня нет. That's too much. Это слишком много. But you get the idea. Но идею вы можете понять. Yeah. There's one other position. Это еще одна позиция. That I would like to demonstrate. Которую я хочу демонстрировать. If that doesn't work, если это не работает, because maybe you have a back injury, потому что может быть у вас спина повреждена, for some other reason, по какой-либо причине, you can lie down. Вы можете лечь. And that's it. И это все. It's best not to use a cushion. Лучше не использовать подушку. It's better to use a book. Лучше использовать книгу. But use something. Но что-то используйте. You don't want your head to go too far back. Вы не хотите, чтобы ваша голова слишком уходила назад. So you want something that will, when it's under your head, Вы хотите, чтобы центр вашей головы it keeps the alignment between your spine and your head. было выравнивание между вашей головой и вашим позвоночником. And by using a book, используя книгу, you're less inclined to fall asleep. Вы не так рискуете заснуть. So that's the physical part. Физическая часть. What are we doing when we're sitting here? Когда мы сидим здесь? Some teachers say, некоторые учителя говорят, count your breathing. Считайте свое дыхание. From a Zen point of view, с точки зрения дзен, that's okay if it helps you to be present. Это нормально, если это помогает вам быть настоящим. But it is not the actual practice. Но это не настоящая практика. So, to say that I can count my breath, говорить, что я могу считать свое дыхание, doesn't mean that I'm doing zazen. Не означает, что я делаю дзен.
it means that you can count your breath. Это означает, что вы можете считать свое дыхание. But as I say, it can help, Но, как я уже говорил, если это может помочь, especially in the beginning, особенно в начале, to count your breath. то считайте свое дыхание. Because when you're counting, you have to keep returning. Потому что когда вы считаете, вам приходится возвращаться к настоящему. But there are other forms of meditation Форма медитации, where focusing on the breath фокусироваться на дыхании. is the name of the game. Это the name, The game. The goal это название цели. is the goal. Это есть цель. Yeah. So the actual practice И поэтому настоящая практика of anapanasati анапанасати is to fully engage with the breath. это полностью быть вовлеченным в дыхание. And the direction of that is to take you into a state of jhana. И направление этого – это привести вас к состоянию джаны. Counting the breath is the first level of that practice. Считать дыхание – это первый уровень этой практики. Then there are other ways of deepening it and refining it. Потом есть другие вещи, способы углублять это и очищать это. So that all your consciousness eventually becomes engaged with the breath. Тогда, когда все ваше сознание становится вовлеченное в дыхание. I did this practice with the Western Buddhist order. Я делал эту практику с восточным буддийским орденом. But in Zen, if we're counting the breath, Но в дзен, если мы считаем дыхание, it is not to get into an altered state of consciousness. это оно не приводит к измененному состоянию сознания. It's simply to help us be present. Это просто помогает нам быть в присутствии. So, at some point, counting will get in the way. И в каком-то смысле этот счет, он идет. In terms of being present, I see counting as training wheels on a bicycle. В терминах быть настоящим, считать это как пытаться what to do on the bicycle. Training wheels, Train. stabilizers. Это как стабилизировать, балансировать на велосипеде. Дополнительные колесики, которые прикручиваются сбоку. You mean two extra wheels on the bicycle? Yeah, the children use them so as not to fall over. Как дополнительные колесики на Yeah. велосипеде для детей. Okay. So our practice is then to keep returning Практика – это продолжать возвращаться to the present. к настоящему. Our mind will begin to drift or go on a journey Ум начинает дрейфовать или уходить в путешествие, because of our intention. потому что наше намерение, We recognize what is happening мы распознаем, что происходит, and we come back to being present. и мы возвращаемся к настоящему. Eventually we begin to stay present. И рано или поздно мы остаемся настоящим. We don't drift as far Мы не так далеко убегаем or as long. или не так долго. When we begin to become continuously present, Когда мы становимся непрерывно настоящими, we're getting very close to insight. мы становимся очень близко к озарению. Yeah. So Zazen is an insight practice. Дзен – это практика озарения. As we do this practice and we make an effort to be present, Когда мы делаем эту практику и мы совершаем усилия, чтобы быть настоящим, we actually become more present. мы на самом деле становимся более настоящими. There are degrees of being present. Есть разные градации быть настоящим. Eventually we become so present Со временем мы становимся настолько настоящими, that we are present. что мы есть настоящие. In fact, we are that present, Мы являемся этим настоящим. and the present is us. И настоящее – это мы. There is no difference between me and it. И нет разницы между мной и этим. Thank you so much. You're welcome. Five minutes.
Во-первых, мы приглашаем всех на ретрит, который начнется завтра в Кунсангаре, в нашем поселении. И вторая вещь связана с очень древней буддийской традицией, которой занимался еще Шакьямуни Будда. Вот, это сбор пожертвований или дана парамита. Чтобы завтра приехать в Кунсангар, мне потребуется покрыть расходы в этом Кунсангаре. И я уже даже не надеюсь покрыть расходы на билет Ингена, на проживание, на визу, который мы сделали. Поэтому, если у вас есть возможность сделать какие-то пожертвования, это очень поможет. И пожертвования можно сделать несколькими способами. Можно просто прийти внести эти пожертвования, можно оплатить свое пребывание в Кунсангаре, я передам это, соответственно, за еду, за проживание там. Или можно практикующему, у которого недостаточно собственных средств для того, чтобы быть в Кунсангаре, вот, оплатить ему, то есть служить спонсором, да, для практикующего. Вот. Все эти три способа одинаково хороши, вот, поэтому если у вас есть возможность финансово помочь, поддержать визит Ингена, я надеюсь, что мы будем продолжать эти визиты, вот, и приедут еще учителя, есть у нас определенный план. Вот, поэтому подходите ко мне после этой встречи, и мы разберемся, если у кого нет финансовой возможности поехать, или у кого есть возможность финансово поддержать, вот, это приветствуется. Большое спасибо. Thank you all very much for coming. Большое спасибо за то, что вы все пришли. Thank you for your attention. Спасибо за ваше внимание. Thank you for your questions. Спасибо за ваши вопросы.